Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя, дорогие подписчики и новые гости моего канала. Рад вас всех видеть. Тем, кто меня не знает, разрешите представиться. Меня зовут Борсук Олег Михайлович. Я мастер-печник, занимаюсь разработкой, проектированием барбекю-комплексов. Есть порядовки, есть проекты. Ну и также я еще действующий печник, да, собираю барбекю-комплексы своими руками. И все мои проекты скопированы с настоящих боевых конструкций. Так что, друзья, если вы хотите собрать барбекю своими руками, то как раз мой проект, он и рассчитан на новичка. Есть вся информация в проектах. И на моем сайте mangal-и-пламя.ру вы найдете всю информацию о каминах и мангалах. Также под каждым проектом есть кнопочка «Подробнее». Нажимаете и смотрите, какие материалы требуются для сборки данной конструкции. Друзья, в этом ролике я хочу рассказать вам о характере поведения дыма. То есть по этому поведению дыма вы сможете определить причину дымления. Существует три основных дымления, то есть поведения дыма. Это на сквозняке. Если у вас сквозняк, то мангал по-любому будет дымить. Ни один мангал и камин не справляется со сквозняками. Значит, откуда будет ветер дуть, с того угла и будет выдувать дым. Если ветер будет с той стороны дуть, то дым будет выдувать с вот этого угла. Если с этой стороны, то с этого угла. Почему это будет происходить? Значит, воздух, проходя мимо вашего камина, он будет ударяться об эту стенку. То есть, если он идет сюда, в этом направлении, дым разрывается, заполняет топочную камеру и, закручиваясь там, выдувает с этой стороны. Это если туда идет дым, ветер. Если оттуда, с этой стороны, дует ветер, он дует, разрывается, бьется об эту стенку, закручивается внутри и выдувает с этого угла. Если, бывает не только с угла, а по всей высоте проема выдувает дым в одном углу. Или в этом, или в этом. Это значит дует ветер. Как его определить? То есть бывает такой сквозняк, что своим кожным покровом мы не в состоянии определить, что это сквозняк. Значит, берете любую дымящую палочку или сигарету и рядом, желательно метр примерно от портала, смотрите на поведение дыма. Если дым у вас идет вверх, вертикально, спокойно, то есть штиль, а камин дымит, то значит это не сквозняк. Если же дым вот так стоит флагом, так называемым, в том направлении, то значит сквозняк с этой стороны дует. Если в эту сторону флаг, значит оттуда. Я думаю, это понятно. Что в этой ситуации рекомендую делать? Допустим, вы год пользуетесь, выясняется у вас основное, преобладающее направление ветра. Это называется роза ветров. Значит, у нас свое направление, у вас свое направление. И единственный выход – это перекрыть зону подветривания. То есть поместить мангал в зону покоя. Это единственный выход в данной ситуации. Если вы хотите, чтобы у вас камин находился на открытом воздухе, то одну из сторон надо обязательно перекрывать. Тогда он не будет дымить. Как это сделать? Сначала вы можете взять лист ОСБ или пленку, затянуть и посмотреть, изменилось ли дымление, исчезла ли вот эта причина или нет. Именно, допустим, в момент ветра. Вы пленку натянули, зажгли камин свой и смотрите. Все, не дымит. Значит, вот настолько надо перекрыть. Хотите мягкие окна, хотите европакеты, хотите просто кирпичную кладку, хотите железо. Только такой выход существует на данный момент от ветра. Никакой насос ничего не справится. Второе поведение мангала. Как бывает еще дымит. Бывает, значит,
дым идет строго сверху. На это поведение дыма, значит, влияет несколько причин. То есть, как я уже говорил, узкий дымоход, сечение трубы зажато, и дым не справляется. Хотя люди видят, что там хорошо тянет, то есть тяга хорошая, говорят, там аж гудит все, пусть гудит. Если труба меньшего сечения, то она просто не будет успевать выкачивать тот дым, который поставляется, или выделяется. Поэтому часть дыма вылетает сверху. Еще бывает также сама конструкция неправильно собрана. Ну, что я имею в виду? Значит, вместо дымосборника у вас его нету, а просто ровно вот такой вот потолок и труба торчит. В этом случае тоже будет дымить 100%. Других вариантов нету. Вот, друзья, идеальная форма конструкции мангала, ну или камина. Вот, плавное заужение. Вот, как лейка. Лейка у нас вот так, а это вот такая форма, ну, форма бутылки. Форма бутылки – идеальная форма для камина и мангала. И высота трубы. Значит, если у вас вот этой формы бутылки нету, а просто ровный потолок и труба, тоже будет стабильно дымить. Что в этой ситуации делать? Либо увеличивать сечение трубы, вот, это оптимальный вариант, да, разобрать ее все и сделать больших размеров. И сделать внутри дымосборник из железа. То есть взять листы железа, сделать дымосборник и расширить сечение трубы. Если вы сделали всю конструкцию вот такую вот аэродинамическую и все равно дымит, значит, скорее всего, сечение трубы надо увеличивать. Еще раз напоминаю, сечение трубы минимальное 26 на 26 сантиметров. То есть 25 кирпич плюс швы. Получается 26, ну у кого-то 27 на 27 получается. Это вот такое минимальное сечение дымохода. Так, ну, друзья, и в завершение подведем итоги. 3 причины, которые вызывают дымление вашего мангала. Первое – это ветер, все, что связано со сквозняками. Вы уже поняли, как их убрать, перекрыть и вашу конструкцию поместить в зону покоя. Также еще с воздухом связано это отсутствие приточного канала, приточного воздуха. И, кстати, воздух нужен не для того, чтобы пламя горело, да, чтобы поступал кислород, а для того, чтобы выровнять баланс воздуха, выровнять давление между улицей и помещением. Это 2 причины, на которые влияет воздух: сквозняк и приточный канал. Вторая причина – неправильно собрана конструкция самой топки, то есть отсутствие аэродинамики, тоже является причиной дымления мангала. И третья причина – зауженное сечение трубы. То есть, если оно у вас меньше, чем 25 на 25 сантиметров, скорее всего, это и есть основная причина. То есть, соблюдайте все вот эти 3 правила при сборке барбекю, и у вас будет все работать. Но если, друзья, если вы не хотите мучаться и заморачивать себе мозг, да, изобретать там что-то, тратить на это время, на эксперименты, деньги вы сможете всегда заработать, а время свое вы уже вернуть никак не сможете. Поэтому, чтобы не тратить свое время, я вам советую приобрести порядовку, в которой уже все это рассчитано. И вы просто и легко соберете барбекю любой сложности по порядовке, по моему 3D-проекту. И все мои проекты скопированы с настоящих действующих барбекю комплексов. То есть ничего там не выдумано, а все взято с настоящего, то есть уже проверено. И все мои конструкции проверены моими подписчиками, то есть прошли аттестацию. И собирают люди разных специальностей. И не обязательно надо быть каменщиком, чтобы собрать такую сложную конструкцию. Если у вас есть технология, то вы сможете это сделать. Друзья, я с вами на этом прощаюсь. Вот, еще раз напоминаю, да,
mangalyplamya.ru. Это мой сайт, там каталог всех моих проектов. Не совершайте ошибок, думайте, прежде чем что-то сделать, обязательно подумайте. Все, я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах. И смотрите мой канал «Пламя». До новых встреч в эфире. Всем пока.